Здравствуйте, дорогие друзья! С вами компания Нихоп. И сегодня мы хотели бы поговорить о предстоящих релизах компании, о прошедшем периоде в полгода, почему нас не было, почему практически нету обновлений, каких-то новостей на сайте. Первое, все связано с тем, что мы плотно занялись новыми продуктами. Первый продукт это о нем будет рассказано. Это как раз таки в этом видео. Это новый датафид сборный. И вторая новость это сборка New Hope Insider 3.0. Вот мы сейчас видим как раз техническую часть этой программы, где видно быстрые медленные котировки брокера, и это позволяет клиентам в режиме реального времени наблюдать, что происходит на графике. Если мы увеличим, то мы можем посмотреть, как тики отрисовываются. Быстрого и медленного вверху пояснения есть. Но сегодня в данном видео мы будем разговаривать немножко о другом, поэтому давайте мы переключимся на информативную часть. Что такое Top of the Book Feeds? Ни для кого не секрет, что наша компания занимается скальпингом, высокочастотной торговлей, связанной с быстрыми источниками данных уже больше 8 лет. И за это время мы сформировали огромный опыт понимания, откуда и где являются первые источники, откуда эти данные появляются, как они собираются в другие потоки. Так вот, за прошедшие полгода, за которые пока границы закрыты, нельзя никуда особо выезжать. Мы это делали относительно недавно по работе, летали в Дубай компанией. Вот. И мы изучали быстрые данные, источники быстрых котировок, искали разные методы собрать быстрый источник данных, который будет опережать кратный LMAX. На текущий момент из релизов у нас есть банковский поток, который опережает LMAX по валютам и по другим индексам достаточно редко, то есть происходит резкое изменение цены, и когда банковский поток быстрее, то бывает доходит до 3 секунд. То есть изменение цены до 3 секунд раньше, чем у LMAX. Мы отдельно снимали видео, проводили наблюдения, изучали, показывали, где это наглядно видно. А теперь в этом видео давайте более подробно ознакомимся, почему LMAX будет медленнее нашего потока, с чем это связано. Итак, что мы делаем? Мы подключаем разные потоки. Мы подключаем поток 1, подключаем поток 2 и так далее. Почему мы подключаем много потоков? Это связано с тем, что эти потоки в той или иной мере являются первоисточниками тех или иных сигналов или в целом это образующие источники для каких-то инструментов. Газ, металлы, нефть, индексы. Есть такие биржи, где основополагающиеся изменения цен. Чтобы наши датафиды были быстрее, надо брать оттуда данные быстрее других, без сторонних источников, ну, таких как LMAX, например. Что мы делаем дальше? Собрали мы эти источники, они нам известны. Вот этот список. У нас их, не будем разглашать, какое количество у нас источников данных, у нас их много. Есть источники, мы их объединяем по принципу top of the book. То есть мы берем из их источников данных лучшие цены. Лучшие на buy, на sell.
Это нужно для того, чтобы мы не смешивали их общую цену и не создавали задержки там, где их нету. Я объясню это так. У источника 1 произошло резкое изменение цены. И чтобы мы не сливали эту цену с другими тремя источниками, и цена уходила вверх не на 50 пунктов, а на 15 пунктов, поскольку у других источников цена не изменилась. Вот чтобы этого не было, мы делаем top of the book. И задержка при сборке, выборке top of the book составляет по нашим тестам 0,2 миллисекунды максимум. То есть за это время мы успеваем выбрать лучшую цену и выдать ее в раздачу. А теперь как работает LMAX? Ну, во-первых, по LMAX у нас много отдельных разговоров, обсуждений, что первое. LMAX далеко уже не является тем внеконкурентным лидером, который ворвался еще в 2010 году. И на текущий момент LMAX теряет свою хватку и качество по всем фронтам. Что касается торговли, что касается скорости, мы это видим неоднократно на протяжении 2020 года. У них было огромное количество потерь, связанных с задержками, с исполнением, много всего. Пандемия сказалась на них очень плохо, они не смогли исправить эту ситуацию толком. Сейчас они, в моем видении, в нашем видении компании, они находятся в стадии крушения. Ну так вот, мы не об этом. Как работает LMAX? Во-первых, у них несколько источников данных меньше, чем у нас. Откуда мы это знаем? Если бы на банковский фид наш был бы у них, то даже сагрегированный поток был бы все равно быстрее, ну или задержка была бы намного меньше, чем 2-3 секунды, которые мы неоднократно показывали в видео. Как работает их принцип? Они подключают несколько источников котировок. Они не фильтруют эти источники как первые источники, то есть тот, кто является лучшим, откуда цена меняется. Они просто набирают какой-то источник, какие-то источники данных. В их понимании они считают их лучшими. Вот. Многих источников, которые быстрее, у них нет. Они их не имеют у себя в функционале. Они берут и агрегируют эту цену. Что это такое? Представьте, приходит цена от этого 1, от FIT 2 цена 2, от там FIT 5 цена 3. И они берут все эти цены и программно складывают, высчитывая среднюю цену. И эту среднюю цену они выводят в LMAX, выводят клиентам в раздачу. И это как раз таки создает задержку от 100 до 400 миллисекунд по нашим подсчетам, потому что у нас есть отдельные источники быстрых потоков, и мы сравнивали с их источниками быстрых потоков, ну, сагрегированные, и видели, что задержка доходит до вот этих показателей. В итоге LMAX суммарно, создавая задержку, двигается планомерно. Если мы посмотрим вот на вот этот график, то на новостях у нас резко цена уйдет вверх, поскольку у нас top of the book идет. А у них сагрегирован этот поток, ну, наверное, немножко некорректно нарисовал. Это может выглядеть вот так, скорее всего. Это будет выглядеть вот так. То есть постепенное набирание и скачок. Далеко не всегда у них резко идет цена. Если вы посмотрите наш поток данных, то увидите, что там очень много тиков. Их кратно больше, чем у обычного LMAX. И там цена как раз таки набирается постепенно. Там нету импульса в один тик. Там нет такого, что один тик здесь и резко тут. У них это происходит вот планомерно в несколько тиков часто.
И из-за этого вот это все, это тоже задержка. Именно связано с агрегатором. Хотя могла цена сразу измениться, но они ее берут и постепенно через агрегированную цену меняют. За счет этого формируется задержка у них. Так вот, полгода мы уж потратили на разработку, тестирование, подключение. Сейчас мы собираем эти потоки и пробуем сагрегированный поток, ну, Top of the Book пробуем, и сравниваем его с Lmax. По нашим данным, он опережает Lmax практически всегда на большем количестве импульсов. Так вот, не практически, он либо вровень, либо опережает. Ну так вот, суть какая. Данный поток мы планируем продавать отдельно с отдельным продуктом для отдельного вида торговли. Мы не видим особого интереса и особо не хотим подобные вещи раздавать и продавать это в общей массы, поскольку данный продукт позволит торговать у огромного количества брокеров через дополнительные фильтры. Можно торговать, даже если у брокера исполнение доходит до 1000 миллисекунд. То есть, если настроить определенные параметры фильтра данного продукта, чтобы вас удовлетворяло, то вы будете входить, и цена визуально 2-3 секунды будет находиться на том месте, где вы вошли, и только потом меняться. Это позволит зарабатывать кратно больше, а в сочетании с хидденом это позволит вообще огромное количество дохода легально выводить без каких-то нарушений, в скобочках, в кавычках скажем, нарушений по их договорам брокеров. Это позволит зарабатывать кратно больше и позволит убрать негативные моменты, связанные с брокером. Ну, исключаем те моменты, когда брокеры просто не отдают деньги без какого-либо объяснения причины. Что мы видим в 2020 году, достаточно активная практика, поскольку пандемия, регуляторы не работают, ни ФСЕЙ, ни МИФИД, ни АСИК, и даже подавая жалобы наши клиенты в некоторых спорных ситуациях, они даже месяцами порой не получают от них ответ. То есть ситуация будет намного лучше. Поэтому данный продукт мы рекомендуем в первую очередь тем, кто уже, во-первых, давно торгует. Неважно, торговали вы нашим продуктом, другим, у вас есть большой богатый опыт. Это позволит вам быстро понять принципы работы этого продукта, понять, как фильтровать быстрые, медленные входы, чтобы была задержка. Это все как раз таки позволит создать через вот данную программу, которая будет вам визуально позволять видеть задержки, и вы можете их сразу визуально отфильтровывать и создавать под себя настройки. Вот. Дальше. Это подойдет людям, которые уже давно работают нашим продуктом и уже понимают, как зарабатывать. Потому что мы продаем тот же NewHop Insight уже порядка 2 лет, а если быть точным, уже 2 года. Если быть еще точнее, то FixAPI уже чуть больше 2 лет отдельно мы продаем. И эти продукты в сборке с данным датафидом позволят зарабатывать намного больше. Собственно, наверное, у меня все по этому поводу. Если у вас есть вопросы, оставляйте их под видео, пишите нам в комментарии, пишите нам на почту, в скайп, мы рады будем